Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами будем наращивать ноготочки. У меня вот такие вот ноготки моей ученицы, покрытые гель-лаком. Мы будем снимать полностью гель-лак и делать наращивание ногтей с аквариумным френчем. Первым делом, как обычно, подготавливаем себе поле для творчества. Каким образом? Мы снимаем старый материал, убираем в ноль свободный край натурального ногтя, чтобы он нам не мешал поставить форму, правильно ее подрезать и поставить по форме гипонихия. Взрыхляем натуральную ногтевую пластину, отодвигаем кутикулу, вычищаем птериги, наносим праймер, базовый гель, все как обычно. Ничего не меняется, подготовка ногтей всегда одинаковая. Ну а теперь наша задача правильно подставить бумажный шаблон. Итак, мы его вырезали по форме нашего гипонихия, подставили под ноготочек, проконтролировали высоту постановки формы, сделали насечки для того, чтобы выпустить боковые валики и заклеить формочку уже натурального ноготочка. И именно такая постановка формы считается правильной. Теперь весь материал, который мы будем выкладывать в качестве подложки, у нас будет стоять вровень с вростами натурального ноготочка. И, соответственно, на точках вроста материал у нас сразу же будет иметь толщину. Ну а теперь моделируем наше удлинение при помощи акригеля камуфлирующего оттенка. В данном случае мы это делаем в одну капельку во всю толщину, что позволяет нам сэкономить время на одном уровне просушки и на одном этапе выкладки. Соответственно, получается все намного быстрее. Но, конечно же, в идеале было бы смоделировать часть удлинения акригелем камуфлирующего цвета, все это дело просушить, а у кутикулы сделать переход при помощи полупрозрачного материала. Тогда бы у нас получилось плавный переход оттенка от цвета акригеля в натуральную ногтевую пластину, и при отрастании у нас не было бы никаких полосок цвета. Ну а теперь непосредственно аквариумный френч. В данном случае задача была следующего характера. Девушка, моя ученица, не захотела, чтобы ногти были какие-то очень яркого оттенка. Поэтому нам нужно было сделать таким образом, чтобы ноготочки были скромные, но при этом смотрелись очень замечательно. Здесь же у нас на мизинчике получилась небольшая проблемка в плане того, что у нас пережался на один уголочек подложечки. Пока мы досушили все остальные подложки, у нас один угол провалился, поэтому пришлось его достраивать прозрачным гелем и потом на него уже рисовать френчик. Дальше мы потом изнутри его просто выпилим и все. Итак, накидали кучу всякого разного красивого мусора, который нашли у себя под руками. И далее перекрываем наш френчик прозрачным конструирующим гелем. В данном случае используется прозрачка из средней вязкости, потому что именно вязкость прозрачки, вот такая вот самовыравнивающая, позволяет очень быстро заровнять поверхность нашего френчика и в то же время не напускать пузырей и получить кристально-прозрачную поверхность поверх наших украшений. Потому что если в данном случае будет прозрачка не очень прозрачная, а такие прозрачки бывают, я понимаю, как это тавтологично звучит, но тем не менее, если прозрачка будет иметь оттенок, то и ваши все украшения, к сожалению, померкнут.
Ну а теперь самое интересное, это, конечно же, опил. Черновой опил производим фрезой, на больших оборотах снимаем весь материал, который считаем явно лишним. Тот материал, который обычно натекает на бока. Все остальное допиливаем пилочкой. Опил пилочкой у нас очень небольшой и по времени занимает буквально-таки минутку. Ну и, конечно же, не можем отпустить нашего человечка без какого-то дизайна. Поэтому решили украсить наши ноготочки прорисовкой в виде вот таких вот мазковых цветочков. Самая быстрая и самая простая техника росписи в дизайне ногтей именно мазковая, потому что благодаря мазочкам можно собрать 2 миллиона цветочков, ни разу не повториться, сделать их всегда яркими, всегда интересными и при этом очень-очень живыми, потому что мазочки позволяют добиться вот этого вот живого эффекта. Итак, как вы все уже знаете, цветочки без серединок это, конечно же, не цветочки. В качестве серединок добавляем вот такой вот гель с блесточками и им же добавляем некоторые блестящие листики. У нас получается довольно интересная композиция. Весь дизайн получается очень нежным, очень выдержанным, очень стильным, и при этом вот эти блестюшки добавляют ему игривости. Перекрываем наши ноготочки при помощи финишного покрытия и потом еще добавим небольшую прорисовочку нашим цветам. В качестве прорисовки добавляем блики на некоторые лепестки и украшаем еще больше серединку. Для украшения используем вот такие вот меленькие точечки. Очень нежно, очень красиво все это смотрится.
Итак, а в этом месте мы начинаем вспоминать, с чего же мы начинали. Клиентка у нас попросила нежненький, незаметный дизайн ногтей, но он у нас получился слишком нежный, слишком незаметный. Нам все-таки захотелось добавить в него какую-то яркость. Поэтому в качестве ярких украшений по линии улыбочки расставляем вот такие вот белые точки, незаменимый элемент в дизайне ногтей, потому что точечки по улыбке всегда, во-первых, украшают улыбку, а во-вторых, подчеркивают линии улыбки в таком вот дизайне, который сливается с нашим удлинением, для того, чтобы кончик все-таки смотрелся отдельным элементом. Вот, собственно говоря, и готовы наши ноготочки, просто потрясающе красиво получились. Вживую они смотрятся нереально здорово. Глубина просто потрясает. Девочки, надеюсь, этот нежный дизайн ногтей вам сегодня понравился, и вы не забудете поставить мне лайк. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!